Глава 14. Скорпион. Вместилище змеиного огня. Несомненно, истинное значение асцендентов Скорпиона может быть раскрыто только напрямую через аллегории, символы и другие эзотерические намеки и внушения. Среди ученых широко известно, что наряду с Девой и Весами Скорпион образует таинственное трио, истинное значение которого долгое время скрывалось. Даже сейчас приходится углубляться в мифы и священные писания, чтобы получить хоть какой-то свет на это созвездие. Скорпион – восьмой знак зодиака, олицетворяет аспект смерти, скрытого и неизвестного Кала-Поруши, космического человека. Греческий миф связывает Скорпиона со смертью Ориона, знаменитого великана и охотника. Орион был очень хвастливым, но в то же время очень похотливым. Его эгоизм и мужественность, а также способность призывать бога солнца были хорошо известны. В качестве платы за помолвку с Миропой, дочерью Энопиона, царя Хриса, он очистил остров от всех диких зверей, но царь не хотел выдавать свою дочь замуж за него. Он опьянил Ориона и выколол ему глаза, которые, однако, он восстановил, умилостив в солнце. Хвастаясь своими способностями перед Латоной, дочерью Титана, и Дианой, дочерью Юпитера, что он обладает силой убить всех животных на земле, он получил кармическое воздействие через Скорпиона. Эти богини послали эту ядовитую рептилию, которая ужалила его до смерти, но позже они молились Юпитеру, чтобы он сохранил их, Ориона и Скорпиона, на небесах. Даже сейчас мы видим, что асценденты в Скорпионе имеют уникальную жизнь, полную достижений и разочарований. Трудно утверждать, служат ли эти люди дочерям Титана или дочерям Бога. Многие события в жизни асцендента Скорпиона можно объяснить только как наследие или благо прошлых жизней. Часто его горести и неприятности являются результатом кармического воздаяния. Если Орион олицетворяет грубого дикаря на пути причастности к материализму, душу, спускающуюся в материю, то Скорпион – это та стадия, когда он смотрит на солнце после того, как теряет свои похотливые глаза. Но к нему вернулось зрение, и, пройдя через испытания и невзгоды возмездия, жало Скорпиона, он был помещен на небеса. Таким образом, у скорпионов есть как надежда, так и отчаяние. В их жизни будут тайные муки и страдания, о которых они не расскажут даже своим ближайшим друзьям и родственникам. Но, безусловно, есть возможность их искупления, быть посланными на небеса. Они начнут возвращаться назад к дому, то есть оглянуться на солнце, источник всей энергии и даритель всей жизни. С духовной точки зрения этот знак зодиака имеет большое значение. Для материалистов это предвещает огромные страдания. Яваначарья также указал на некоторые заумные характеристики этого знака. По его словам, Скорпион – это глубокое отверстие в земле, соответствующее средней части человеческого индивидуума, представляющей пенис и анус. Зодиак символизирует полость, укромное место, в котором Васухи, змея Нага, окружает и защищает драгоценный камень. Почти идентичное описание змеиного огня, свернувшееся у основания спинного мозга, дано в священных писаниях по йоге. Муладхара чакра, где ощущаются первые толчки йогических практик, является вместилищем той свернутой энергии, которая, пройдя через спинной мозг в результате йогической дисциплины и достигнув мозга или брахмарадхара чакры, лотоса в голове, ведет человека к бессмертию. Говорят, что драгоценный нектар жизни также находится в области пениса и ануса. Эта особенность знака дает ключ к открытию других характеристик. Васуки был змеей, используемой богами и демонами для пахтания океана, в процессе которой дал богиню Лакшми, а также смертельный яд, который Махадева засадил в свое горло. Поэтому было высказано предположение, что асцендент в Скорпионе будет иметь потенциал для выражения своих демонических черт, а также своих оккультных способностей, ведущих к достижению нектара или бессмертия. Более того, змеиные наги также считались посвящающими божественные мистерии, которые часто даются в тайных местах, в пещерах и лесах. Посвящение – это оккультный акт радикального преображения, который также связан с секретностью. Знания, передаваемые на этих посвящениях, не только чрезвычайно расширяют человеческое сознание, но и заряжают энергией различные силовые центры чакры, основной из которой является Муладхара чакра, расположенная в основании позвоночника. Из этого можно сделать вывод, что асценденты в Скорпионе часто являются теми людьми, которым было дано особое рождение для выполнения какой-либо божественной миссии.
Даже когда они не осознают этой задачи, которую Марк Аврелий называл «духом рождения», их жизнь целенаправлена и хорошо направлена как к добру, так и к злу. Они должны нести на себе большое бремя социальных обязательств, и многие предварительные качества, необходимые для посвящения, приобретаются в ходе их повседневной жизни. Елена Блаватская в «Тайной доктрине» предположила тесную связь между зодиакальным скорпионом и Паталой, или ямой, которая обычно считалась местом посвящения. По ее словам, яма, в которой спускался восточный посвященный, была Патала, она из 7 областей Нижнего мира, над которой правил Васуки, великий бог Змея. Эта яма или Патала на Востоке символически считался синонимом скорпиона. Блаватская утверждала, что Патала была оплодотворена сиянием нового солнца, представленного новорожденным в славу. Патала в этом смысле была ямой, могилой, местом смерти и дверью в царство Аида. В частично эзотерическом посвящении в Индии кандидат должен был пройти через матрицу Тельца, прежде чем отправиться в Паталу. То, что говорит госпожа Блаватская, имеет огромное значение в нынешнем контексте. Первые 7 знаков имеют огромное значение в уравновешении развития личности. В каком-то смысле они также представляют последовательность жертв, которые человек должен будет принести для достижения совершенства. Для асцендента в Скорпионе наибольшую опасность представляет сексуальная неуравновешенность. Переход кандидата на посвящение высшей сферы духовного сознания требует достижения контроля над сексом, речью и личными эмоциями. Все это предоставлено Тельцом. Косвенно это также указывает на то, что асценденты в Скорпионе должны контролировать негативные тенденции Тельца, иначе они создадут проблемы в их жизни и потянут их вниз к эгоизму, похотливости и мстительности. Расширение сознания, происходящее в ходе посвящения, является большим событием в жизни неофита, но даже в жизни обычных индивидуумов такое расширение сознания может происходить 2 путями. Обычный метод окружения индивида материальным изобилием с целью внушения чувства, что сытость не приходит к удовлетворению, часто дает новое понимание. Для некоторых асцендентов в Скорпионе это способ расширить свое сознание. Этим объясняется их звериное сексуальное влечение, агрессивное стяжание материальных благ и бессовестные методы достижения объектов личных амбиций, которые часто преобладают у этих людей. Но змея всегда обвивается вокруг цветка жасмина. Люди, нежно привязанные к своим женам, находят их опасно больными. Матери с большим количеством детей находят их одного за другими умирающими. Те, кто злоупотребляет своим физическим обаянием, оказываются лишенными детородного потенциала. В более низших широтах скопления звезд, представляющих Скорпиона, он часто виден как большой вопросительный знак. Также символ похож на жало рептилии или на символ спинного мозга. Каков бы ни был символ, несомненно, что существуют люди как высоких, так и низких качеств, и оба эти типа находятся под влиянием этого знака. Таким образом, кажется, что не без основания говорят, что Скорпион – это Христос в унижении, в то время как Лев – Христос в триумфе. До тех пор, пока в человеке не будет развита природа Христа, буддхическое сознание, индивидуум будет более склонен к материализму, который на самом деле является унижением, разрушением и смертью для божественного ребенка. В Скорпионе материализм находится на самых глубоких уровнях. Только после того, как он пересечет эту стадию, он будет готов к путешествию домой. Праврите Марк. По этой причине Марсу, хотя и почитающемуся повелителю рождения и смерти, отводится положительная роль в Овне и отрицательная в Скорпионе. Поэтому неудивительно, что поверхностные астрологи предсказывали асцендентам в Скорпионе диктаторский темперамент, грубую энергию, звериную страсть к сексуальным удовольствиям и невероятную изобретательность для озорных поступков и тайных преступлений. Даже черты Скорпиона и рептилии раскрывают некоторые негативные черты зодиака. Скорпион ведет строго индивидуалистический образ жизни, избегая других, за исключением смертельной схватки, причем победитель обычно пожирает жертву. В сексуальных вопросах также утверждается, что самец Скорпиона, обнаружив самку, вступает в своего рода примитивное ухаживание, состоящее в том, что он просто хватает руки самки своими руками и трется ее хвостом, а его собственный. Но после копуляции самец часто подвергается нападению самки и пожирается, если только ему не удастся убежать. Часто считается, что скорпионы кончают жизнь самоубийством, жаля себя. Это должно указывать на эгоцентричную природу низшего типа асцендентов Скорпиона, которые могут не иметь никакого типа привязанности и альтруизма.
Как только личностное желание удовлетворено, другой индивидуум для него не представляет никакой ценности. Ему не ясен даже смысл его собственной жизни. Астрологически Солнце имеет особое отношение со Скорпионом, но и в остальном Скорпион очень чувствителен к теплу и легко погибает при воздействии лучей Солнца в закрытом контейнере. В Египте Скорпионы считались спутниками богини Исиды. Другая загадочная богиня смерти, а именно Сильхит с гор Запада, получает заходящее солнце в свои руки. Эта богиня изображается в виде обезглавленной женщины, но с руками, похожими на руки Скорпиона, а в начале Нового Царства она изображается полностью в виде Скорпиона. Расположение доброго Солнца в гороскопе асцендента Скорпион является важное значение для положительных и духовных качеств. В противном случае материальность, ведущая к унижению Христоса, является общей чертой этого знака. Наибольшую помощь асцендентам в Скорпионе оказывают Юпитер, Марс и Луна. Марс является управителем асцендента, но, будучи одновременно управителем шестого дома, для него могут быть введены как добровольные, так и чрезмерные ограничения и аскезы. Марс для рожденного Скорпиона экзальтирован в третьем доме и подавлен в девятом. Очевидно поэтому, чтобы избежать несчастья, асцендент в Скорпионе всегда должен быть устремлен в будущее и активно участвовать в достижении какой-либо похвальной цели. Всякий раз, когда он ослабевает весла, его ждет разочарование. Инициатива, планирование, постоянное участие в тяжелой работе необходимы для счастья асцендента в Скорпионе. Этим людям следует рассчитывать на успех во влиянии на своих партнеров. Кастовость, семейные связи и даже интриги могут сыграть важную роль в быстром продвижении асцендентов Скорпиона. Юпитер, будучи управителем второго и пятых домов, тесно связан с благополучием. Это также говорит о том, что темперамент Скорпиона следует регулировать юпитерианской мудростью. Счастье и процветание легко наступят для асцендентов в Скорпионе с контролем ума и эмоций, но, как правило, это будет трудной задачей для них. Часто происходящие огромные эмоциональные всплески, подобные приливным волнам, сметающие человека с ног и наводняющие его действия и физическую жизнь бурными страстями, высвобождаемыми энергией базовой Муладхары чакры. Ртуть опасна, хотя и может принести дополнительный доход. Интеллектуализм и чувственность – самые большие подводные камни для асцендентов в Скорпионе. Но Меркурий логичен, аналитичен и аргументирован, что становится опасным для таких людей, и взгляды часто жесткие, предвзятые и невосприимчивые к разумности других. Острый ум и необузданный язык часто со злобным сердцем не являются пищей для роста души. Они, однако, могут принести материальное изобилие и венерианские завоевания, но могут привести к истощению змеиного огня до расточительности. До тех пор, пока духовные качества индивидуума не развиты, асценденты в Скорпионе должны остерегаться своих материальных наклонностей. Подводя итог, можно сказать, что существует два типа асцендентов Скорпиона. Человек имеет ярко выраженную спиралистическую склонность ума, другая яма материализма. Первый страдает от недостатков и разочарований в результате кармического воздаяния, последний символизирует грех и материю или Христос в уничижении. Их внешнее поведение часто расходится с тем, что кипит внутри. Их сексуальная жизнь сложна. Либо они, либо их супруги страдают нарушениями тазовой области. Они эгоистичны, расчетливы, психологически одиноки и поклоняются богине Лакшми. Выход из разочарования скорпионов заключается в том, чтобы обратить мысленный взор на открытие скрытых сторон вещей. Скорпион, по сути, является той стадией развития, когда человек должен начать свой восходящий путь. Начинает ли он делать это добровольно или вынужден, обстоятельствами не имеет значения. Важно отметить, что он должен переориентировать себя. Змеиный огонь в нем должен быть направлен на спиритизм, если он надеется избежать разочарований в своей жизни.